Магнус щелкает настольной лампой и ставит перед собой 3 коробки: примеры, помощники и правила. Из этих 3 вещей он собирается собрать свой искусственный интеллект. Маленький рабочий мозг, который не пишет диссертации, а решает очень приземленные, но полезные задачи. Отличить спелый банан от зеленого, понять, где комментарий написан по-доброму, а где автора уже трясет от злости. Разобраться, перед ним покупатель, который готов достать карту, или просто зевака, который зашел поглазеть. Если бы это объяснял учебник, там были бы формулы, сложные термины и скучные графики. Но Магнус объясняет иначе. Так, чтобы человек, который вчера впервые услышал слово нейросеть и искусственный интеллект, почувствовал, что понимает, как это вообще устроено и почему на этом вообще кто-то зарабатывает. Все, что будет происходить дальше, завязано на этих коробках. Примеры — это опыт, который мы даем ИИ, как будто показываем ему фотографии с подписями. Вот так вот хорошо, а вот так вот плохо. Помощники — это маленькие наблюдатели. Каждый следит за своей мелочью. Правило — это ремень безопасности, который не дает системе нести чушь и подставлять своего хозяина. Сверху на этот мозг потом можно посадить ИИ-агента, такого ночного редактора, который не спит, не ноет, не выгорает, а просто по кругу берет тему, пишет текст, оформляет пост или ролик и повторяет удачные формулы снова и снова, как бесплатный СММщик. Если у владельца есть продукт, агент мягко подводит людей к покупке. Если продукта нет, он просто гонит просмотры под монетизацию Ютуба, ТикТока и других площадок. И на этом, кстати, нормально так можно. Весь ролик про то, как из нуля дойти до вот такой работающей связки. Сначала собрать свой ИИ из 3 коробок, а потом, когда станет понятно, как он думает, превратить его в агента, который работает вместо тебя. Ну или хотя бы просто понять, как это делается, и использовать уже рабочие схемы. Не надо изобретать велосипед, но нужно разобраться, как крутить педали. И никакого кода для этого не требуется. Не нужно уметь программировать, знать матан или учить научные статьи. Достаточно понимать логику. Показал пример, получил реакцию, подправил. И держать в голове простую цель. Не сделать монстра, который умнее всех, а собрать себе понятного помощника, который делает за тебя рутину и переносит ощутимую пользу в деньгах, а самое главное, во времени. Секрет этого мозга в том, что он вообще не пытается угадать будущее и не делает вид, что чувствует людей. Он просто очень внимательно смотрит на мелочи. Представь, что вокруг банана сидит бригада мини-дегустаторов. Один косится на цвет, желтый или еще зеленый, второй считает пятнышки, чистая кожура или уже вся в крапинку. Третий слегка нажимает и проверяет его мягкость. Четвертый его нюхает и пытается понять по запаху, там есть сладость или еще трава. Каждый из них ничего не решает в одиночку. Он лишь отстукивает маленький сигнал, да или нет, нравится или так себе. А старший дегустатор собирает все эти сигналы в одну картинку и говорит коротко: спелый, можно есть, или не трогай, пожалеешь. Теперь просто поменяем банан на текст. Вместо цвета и запаха помощники начинают смотреть на другие признаки: длину сообщения, наличие эмодзи, капслока, крика в виде 3 восклицательных знаков, слово «срочно» или «верните», «помогите» или наоборот «спасибо», «огонь». Для них это те же пятнышки и запах. Поменяем текст на переписку с клиентом, и они точно так же будут отмечать, называет ли человек бюджет, сроки, конкретику, задает ли он уточняющие вопросы или просто кидает, сколько стоит, и пропадает. Везде работает одна и та же система. Много честных и мелких наблюдений складываются в один понятный итог. Искусственный интеллект в таком виде — это не о том, чтобы угадывать судьбу, а о том, чтобы максимально быстро и аккуратно читать сигналы, которые человек и так оставляет в каждом сообщении, фото и клике. Человек тоже так делает, просто медленнее и с большим количеством эмоций. Мы на автопилоте читаем десятки признаков и потом говорим: что-то он мне не нравится. Или этот точно купит. Разница в том, что человек устает, ошибается и зависает в телефоне. А такой ИИ может крутить эти оценки 1000 раз в день.
не уставая и не путая личные чувства людей с задачей. Поэтому вместо «мне кажется» у владельца появляется инструмент, который честно говорит «скорее да», «скорее нет» или «я не уверен, посмотри сам». 3 коробки на столе у Магнуса выглядят смешно просто, но в них вся сила. Первое – примеры. Это не красивые теории, а живой архив. Фотки бананов с подписями. Этот был огонь. Этот отправили в мусорку. Скриншоты постов. Этот улетел в рекомендации. Этот пролистали за полсекунды. Фразы из чатов. После этого клиенты отпали. После этого он написал «я подумаю» и исчез. Вторая коробка – это помощники. Это маленькие наблюдатели, каждый из которых отвечает только за свою мелочь. Цвет, пятна, мягкость, длина текста, наличие эмодзи, слова, триггеры, уровень драматизации в сообщениях. Третья коробка – это правила. Она чаще всего скучнее всех, но именно она спасает от позора. Внутри простые ограничения. Если не уверен, не выдумывай. Отвечай коротко и по делу. Не лезь в темы, где нет примеров. Не трогай личные данные. Никаких обещаний в стиле гарантированный заработок. Пока эти коробки, 3 штуки, лежат отдельно, это просто набор реквизита. Но как только Магнус собирает их в одну систему, примеры начинают кормить помощников. Помощники превращают примеры в сигналы, а правила фильтруют все, что может навредить. Так, вместо хаотичного бота, который то умничает, то фантазирует, появляется полезный искусственный интеллект под конкретную задачу. Его не страшно подпускать к людям, потому что он держится на твоем опыте и твоих ограничениях, а не на случайном наборе чужих текстов из интернета. Красота в том, что эту конструкцию можно перенастроить под что угодно, не переписывая всю вселенную. Хочешь, чтобы ИИ помогал с комментариями? Кладешь в коробку примеры, живые переписки реакций людей. Захочешь, чтобы он помогал отбирать темы для роликов? Меняешь набор. Складываешь туда сценарии, превью, заголовки, их просмотры и сохранения. Помощники остаются теми же самыми наблюдателями. Им все равно, на банана не смотрят или на заголовок YouTube. Они просто ищут знакомые пятна, агрессию, интерес, усталость, вовлеченность. Правила тоже почти не меняются. Не врать, не хамить, не залезать в личное и не обещать лишнего. Дальше начинается самое скучное на бумаге и самое магическое в реальности. Приручение этого мозга. Магнус относится к нему как к ребенку на кухне. Сначала показывает, потом дает попробовать, потом мягко поправляет. Он берет пачку примеров и по очереди кормит ими систему. Вот фото банана с подписью «Было вкусно». Это плюсик в сторону «Спелый». Вот жалоба в духе «Что за сырую зеленую деревяшку вы продали?» Это жирный минус. Вот комментарий «Ребята, вы лучшие, спасибо». Кладем в коробку «Добрый». Вот «Вы вообще людей за кого держите?» Кладем в коробку «Злой». Комментарий. Каждый раз ИИ сначала пробует ответить сам на основе своих помощников. Скорее спелый, скорее негатив, скорее нейтрально. Если попал, привычка усиливается. Если промахнулся, Магнус подкручивает веса. Говорит помощникам, на что смотреть чуть сильнее, а на что наоборот игнорировать. Круг за кругом ошибок становится меньше. Важно, что примеры не должны быть идеальными. Магнус специально подсовывает системе плохие фотки, кривые скрины, комментарии с опечатками, сленгом, капслоком и тройными многоточиями. Жизнь так и выглядит. Редко кто пишет аккуратный вылизанный текст. Чем более хаотичный, живой материал ест твой искусственный интеллект на этапе обучения, тем спокойнее он будет вести себя в реальных боевых условиях. Когда ему в личку прилетает бро, ну вы чё? Без единой точки и заглавной буквы. При этом Магнус не требует от зрителя собрать 1000 кейсов. Для первого рабочего эффекта достаточно 20-50 честных примеров. Вот это точно да, и вот это точно нет. Где вы сами уверены в ответе? Люди часто ломаются на старте, потому что думают, что нужен идеальный датасет и полгода тренировки. Нет, один маленький навык за раз, один конкретный сигнал, одна задача. Так ребенок вырастает в помощника, которому не страшно доверить часть работы и не перепроверять каждое его слово. Чтобы стало совсем понятно, Магнус устраивает маленькую лабораторию на столе. Сначала бананы, он вытаскивает из коробки примеры, пару десятков фотографий. Ровные желтые бананы из рекламы, полузеленые, усыпанные пятнами, со вспышкой в лоб, тени с чужой рукой в кадре, с наклейкой и без. Для человека все это читается на автомате. Мы даже
не замечаем, как мозг учитывает свет, фон, ракурс и настроение, а искусственному интеллекту нужно это показать. Помощники получают роли. Один следит только за цветом и отмечает, насколько он близок к солнечно-желтому. Второй считает пятнышки, третий оценивает ровность формы, четвертый ловит странные блики и разобранную кожуру. Правила в этот момент звучат просто. Итог одним словом: спелый или нет. Если сигналы противоречивые, лучше промолчать, чем соврать. Никаких сложных рассуждений, только да или нет. Первый прогон выглядит неровно. Где-то ИИ путает чуть недоспелый банан с нормальным, где-то боится пятнышек и отправляет в отбраковку идеальный фрукт. Но именно в этих ошибках и есть материал. Магнус показывает: смотри, тут цвет хороший, а пятна нормальные, не надо путаться. И потихоньку подкручивает помощников. Одному добавляет веса, другого ослабляет. Через несколько кругов банан-детектор перестает нервничать из-за наклеек и странного света и уверенно решает, что можно класть в корзину, а что оставлять дозревать. Важно не то, что он понимает фрукты, важно, что зритель видит сам процесс. Та же самая схема потом будет работать на комментариях, письмах, заявках и темах для роликов. Примеры, помощники, правила, несколько интеграций, и у тебя появляется кусочек ИИ, который делает одно дело лучше, чем ты в конце рабочего дня, когда глаз уже не фокусируется на экране. Следующий эксперимент с человеческим настроением в тексте. Магнус вытряхивает из коробки примеры: 40 комментариев, благодарности, сухие вопросы, пассивную агрессию, прямые наезды и редкие случаи тонкого сарказма. Помощникам здесь не интересна глубокая психология. Они смотрят на более грубые, но честные признаки: длина фразы, количество восклицательных знаков, наличие слов «спасибо» или «верните», грубых выражений, смайлов, огоньков и сердечек, капслоков, многоточий. Один помощник буквально считает, сколько раз человек кричит заглавными буквами, другой отслеживает, есть ли в тексте хоть одна позитивная эмоция. Третий отмечает сочетание «вы» плюс резкое слово. Четвертый ставит флажок, если фраза выглядит как шутка с уколом. Правила при этом остаются простыми. Разделяем на 3 коробки: добрый, злой, нейтральный. Если не уверен, помечаем как непонятно, спроси. Не делаем выводов о человеке, только о сообщении. Сначала ИИ путается в сарказме. Ну вы просто гении, конечно. Он может воспринять как комплимент. Магнус показывает: смотри, тут есть «конечно» и контекст жалобы до этого. Эмодзи нет, слово «гений» звучит как укол. Давай мы перестанем считать такое добрым. И снова подкручивает веса у помощников, чтобы через пару раундов система уже уверенно раскладывала поток входящих по коробкам. Вот сюда благодарности, вот сюда реальные проблемы, вот сюда тролли и странные шутки. Дальше становится проще. Можно отвечать сначала тем, кто реально зол или растерян, а потом уже разбираться с остальными. И человеческий менеджер и владелец канала перестают тратить полдня, чтобы просто понять, где горит, а где нет. Важно, что зритель видит: искусственный интеллект здесь не читает души, он всего лишь очень быстро считает понятные сигналы. И это уже огромная польза. Когда бананы и комментарии приручены, Магнус перекидывает мостик к контенту и деньгам. Он показывает, что тот же самый мозг легко учится отбирать темы для постов и роликов. Коробки примеры теперь не фрукты и не реплики, а заголовки, сценарии, короткие описания и превью уже вышедших видео. Под каждым честные цифры: просмотры, время просмотра, сохранение, переходы по ссылке. Помощники переключаются на новый объект, но логика остается прежней. Один смотрит, если в заголовке конкретное число или четкое обещание, типа 3 ошибки, 5 шагов, 60 секунд. Второй отмечает конфликт: почему X не работает, как тебя обманывают в Y. Третий смотрит на длину и простоту фразы: можно ли прочитать заголовок с одного взгляда или там 5 строк. Четвертый ловит крючки, которые часто цепляют людей: деньги, время, боль, выгода, редкость. Пятый помечает наличие понятного
героя. Ты новичок, фрилансер, владелец малого бизнеса. Правила напоминают: не врать в заголовке, не обещать то, чего нет в ролике, не запихивать 10 смыслов в одну фразу. После пары десятков примеров зашло не зашло. ИИ начинает угадывать, какая формула сработает лучше. Он не пишет вместо тебя гениальные тексты, но быстро предлагает варианты. Вот 3 заголовка в стиле тех, что уже выстреливали. Вот темы, похожие на удачные. Вот сценарии, крючки, которые чаще всего приводили к досмотрам. Человек избавился от белого листа, не сидит часами над первым предложением, а сразу видит, с чего начать и к каким примерам обратиться. Именно на этом этапе становится понятно, что искусственный интеллект — это не про заменить автора, а просто сделать так, чтобы автор не застревал и не сдавался. На уже собранный мозг Магнус надевает следующую настройку: ИИ-агента, своего ночного редактора. До этого ИИ был как умный советчик, помогал отличать спелое от гнилого, полезный комментарий от троллинга, рабочую тему от пустышки. Агент делает шаг дальше. Он не просто подсказывает, а крутит весь цикл сам. У него есть 4 простых действия, которые он повторяет по кругу каждый день. Первое: он выбирает тему из списка, который уже помог собрать мозг. Смотрит на актуальность, прошлые результаты, свежие события. Второе: пишет черновик, короткий сценарий или текст для поста, опираясь на те же формулы, которые у тебя уже работали. Третье: оформляет, подбирая структуру, подсвечивает ключевую фразу для превью, предлагает тайм-коды, разбивку на сцены, подсказки для визуала. Четвертое: следит за результатом, смотрит, сколько досматривают, сколько сохраняют, куда кликают, и записывает в память, как связка, тема плюс форма плюс хук сработала лучше. Правила, конечно, никто не отменял. Агент все еще живет внутри забора. Не врать, не хамить, не лезть в чужие данные, не обещать легких денег. Важно другое. Появилось существо, которому не нужно объяснять, что такое выходной и почему ты не хочешь монтировать ролики в 2 часа ночи. Агенту все равно. Он может выкатывать по несколько штук в день, пока ты спишь или занимаешься делами. Если у тебя уже есть продукт, он подводит разогретых людей к покупке, делая много маленьких касаний. Объясняет, показывает примеры, закрывает страхи. Если продукта нет, он собирает охваты, просмотры в тех форматах, где за эти же самые просмотры платит сама площадка, например, YouTube или TikTok. В обоих случаях искусственный интеллект перестает быть абстракцией и превращается в вполне конкретную рабочую лошадь, которую ты один раз настроил и дальше только иногда подкармливаешь новыми примерами и правишь его маршрут. Когда базовый мозг собран и агент уже умеет крутить цикл, тема, текст, оформление, публикация, разбор, Магнус наконец честно поднимает вопрос, который крутился у зрителя в голове с первой минуты. Окей, а где тут деньги? Он не обещает золотой дождь и не рисует сказки про пассивный доход, который падает с неба. Вместо этого раскладывают все на 2 понятных пути. Путь А. У тебя уже есть что продавать. Курс, консультация, приложение, офлайн бизнес, даже маленькая точка с шаурмой у метро. Это все продукты. Тогда искусственный интеллект и агент работают как умный связной. Помогают отвечать на первые вопросы, подсовывают людям короткие ролики с разбором боли, показывают мини-кейсы до-после, аккуратно подводят к шагу: нажми сюда, чтобы записаться или оплатить. Человек занят продуктом, а цифровой помощник делает десятки маленьких касаний с клиентами каждый день, которые руками просто не вытянуть. Путь Б. Продукта еще нет, самая распространенная ситуация, но есть желание вылезти из нуля. Здесь цель другая, не заявки, а охваты. Площадки вроде YouTube, TikTok, Zena, Reels платят за просмотры, время просмотра и удержание. ИИ мозг помогает находить формулы, которые реально досматривают, а агент следить, чтобы эти формулы превращались в стабильный поток коротких видео и постов. Не один случайный вирусный ролик раз в полгода, а постоянная линия раздачи контента
контента, которая кормит алгоритм и постепенно открывает монетизацию. В обоих путях искусственный интеллект не герой, который сам зарабатывает за тебя, а умный экзоскелет, который позволяет одному человеку в одиночку тянуть то, что раньше могла только команда. Ответы, контент, анализ, планирование. Чтобы эти пути не казались теорией, Магнус разворачивает пару приземленных сценок. В первой – обычное локальное кафе. У владельца есть меню, вкусная еда и вечная проблема – никто не ведет соцсети. Отвечать на сообщения некогда. Посты появляются раз в 3 недели, когда кто-то вспомнил. Мозг получает в коробку примеры, старые переписки, самые частые вопросы, фотки блюд, отзывы. Помощники учатся ловить сигналы. Голодный сейчас, ищет где поесть поблизости. И отделять их от абстрактных. Как-нибудь надо зайти. Правила ограничивают обещания и запрещают хамство. Агент крутит однообразный, но полезный цикл. Каждое утро выкатывает свежий пост с одним блюдом или выгодной связкой. Вечером отвечает на сообщения, сортируя их по срочности. Раз в неделю собирает подборку отзывов и мини-историй. Хозяин кафе не сидит в телефоне 6 часов в день, но в ленте появляется жизнь, а в директе порядок. Во второй связке человек без продукта, например, ты. Например, студент, который устал подрабатывать за копейки и вечно откладывает нормальный старт. Вместо того, чтобы в 100-й раз думать, снимать ли что-то на тему мотивации, он собирает коробку примеров из чужих роликов. Какие форматы про деньги, навыки, обучение и современные технологии реально досматривают. И мозг помогает вычленить работающие крючки и структуры, а агент дает то, чего почти ни у кого нет – стабильность. Каждый день выходит маленький, но внятный кусок, мини-объяснение, разбор схемы, смешная история на бананах, про то, как люди умудряются сами себе мешать. Через несколько месяцев этого конвейера включается монетизация, а вместе с ней прилетают и первые нормальные деньги, которые уже можно превращать в продукт. Не магия, а длинная дистанция, где ИИ берет на себя тяжелую, скучную часть работы и выигрывает тем, что он не устает. После сладких картинок Магнус специально притормаживает и разбирает ошибки, в которых ты, как зритель, скорее всего, почти гарантированно вляпаешься. Если будешь думать, ну все, сейчас я сделаю себе робота, и он за меня все решит. Первая ловушка – это пытаться научить ИИ всему и сразу. Люди любят начинать с фразы «пусть он отвечает на любые вопросы», и в итоге получают болтливый генератор воды, который ни за что не отвечает. Правильный ход – наоборот, выбрать одну конкретную задачу, где тебе реально больно. Тон комментариев, сортировка заявок, отбор тем, быстрые черновики и построить мозг только под нее. Вторая ошибка – засовывать в коробку примеры. Мусор. Если сам не уверен, что вот эта переписка была нормальной, а вот эта провальной, и тем более этого не поймет. Примеры должны быть честными и понятными самому тебе. Вот тут я доволен результатом, вот тут нет. Третья проблема – забывать про правила. Без жестких ограничений система начинает фантазировать, обещать лишнее, лезть в личное и подставлять свой бренд. Магнус подчеркивает, рамка – не выдумывать, не обещать, не хамить. Не лезть в чужое важнее, чем любые хитрые настройки. Четвертая ошибка – ждать чуда за неделю. Искусственный интеллект – такой же навык, как тренажерка. Первые изменения заметны быстро, но настоящий эффект проходит через десятки подходов. Когда ты перестаешь задумываться, как это работает, и просто опираешься на систему. И еще одна такая ошибка – залипать в изучении вместо действий. Можно бесконечно смотреть ролики про нейросети, спорить, какой промпт лучше, и при этом не собрать ни одной маленькой коробки примеров. Магнус аккуратно разворачивает зрителя от этого болота в простую мысль. Сделай сначала один рабочий кусочек ИИ по свою боль. Пусть он сэкономит тебе час в день. И только потом строй вокруг этого все остальное. Когда картинка с мозгом и агентом складывается, Магнус возвращает разговор к тебе. Что с этого момента делает не мифический разработчик, а обычный человек с телефоном? На столе остаются те же 3 коробки, но теперь в них уже не бананы и не учебные примеры, а жизнь самого зрителя. Примеры можно наполнить всем тем, что у тебя уже есть. Переписки с клиентами, старые посты, сторис, видео, удачные и провальные объявления, письма, скрины отзывов, даже голосовые, которые ты пересылал друзьям. В помощнике прописать то, что ты и так замечаешь. Какие слова
слова любят твои подписчики, на какие форматы они реагируют, что их злит, что радует, какие фразы чаще всего проявляются в вопросах. В правила свои принципы, о чем ты никогда не будешь врать, какой тон тебе неприятен, где твой личный стоп-лист. Из этого набора уже можно собрать маленький рабочий искусственный интеллект. Пусть он сначала отвечает только за один тип вопросов или помогает только с идеями для коротких роликов. Задача не в том, чтобы построить идеальную систему с первого раза, а в том, чтобы сделать первый шаг, который уменьшает хаос. От этого шага легче доползти до второго, добавить еще одну задачу, еще десяток примеров, еще одно правило. Так ИИ перестает быть чем-то огромным и страшным, становится обычным инструментом в ящике, рядом с нотами, таблицами и приложениями. А где-то на этом этапе большинство людей и начинают искать более подробные разборы, готовые шаблоны и чужие проверенные схемы, чтобы не идти все время на ощупь, а ускорить путь. И вот тут уже можно аккуратно подвести к тому, что часть этой работы за них уже проделана и лежит по ссылкам под видео в телеграм-канале. Можешь об этом подробнее почитать. На этом месте большинство людей раньше бросали бы тему. Ладно, это все для каких-то супермозгов, я пойду поем, тикток посмотрю. Но сейчас картинка уже не выглядит инопланетной. Магнус только что показал, что искусственный интеллект — это не обязательно миллионы строк кода, дата-центры и команды в халатах. Это может быть набор очень человеческих вещей. Твой опыт, аккуратно сложенный в примеры, простые наблюдения, прописанные как помощники, и здравый смысл, превращенный в коробочку под названием правила. Поверх этого можно посадить агента, который крутит рутину вместо тебя, отвечает, отбирает, предлагает варианты, публикует, анализирует. И именно здесь появляется главный выбор: продолжать относиться к ИИ как к модной игрушке или начать использовать его как инструмент, который реально экономит время и дает доступ к тем способам заработка, которые раньше казались закрытыми. На соцсетях, на сервисах, на нишевых приложениях, на автоматизации малого бизнеса, где угодно, где есть повторяющиеся задачи и живые люди по ту сторону экрана. Магнус не уговаривает бросать работу и не обещает, что завтра все станут миллионерами. Он предлагает другое: перестать играть в одни и те же сценарии, работать своей спиной, когда ты продаешь только свое время, и начать добавлять к этому работу головой, плюс современные инструменты. Искусственный интеллект всего лишь один из них, просто очень-очень мощный. Если хочется хотя бы не отставать от тех, кто уже им пользуется, достаточно начать с малого. Оставить у себя в голове картинку 3 коробок и идеи. Показал пример, получил реакцию, подправил. Все остальное наращивается слоями. Для тех, кто не хочет копаться в этом одиночку, у Магнуса есть еще одна ступень. Помимо видео, у Магнуса есть открытый телеграм-канал. Там он продолжает разговор уже в более живом формате. Короткие заметки, рабочие примеры, разборы чужих и своих экспериментов, шпаргалки по теме ИИ, агентов и заработка, самое главное, на этих штуках. Без воды, без мотивационных мантр, просто в ленте, куда можно залезть между делом и забрать себе пару рабочих идей. Найти этот канал легко. Первая ссылка в описании под роликом. А дальше уже зона для тех, кто хочет не просто залипать в тему, а правда разбираться, как люди делают на этом деньги. Магнус называет это гильдией. Там ИИ-агент — это только стартовая точка. Настоящий интерес начинается там, где трафик превращается в доход, а идеи в схемы, которые можно повторять и масштабировать. Внутри не обсуждают плохой или хороший мир ИИ. Там раскладывают по полочкам очень конкретные вещи. Какие связки, ниша, формат, агент сейчас дают выхлоп. Какие формулы работают на подписки и заявки. Какие площадки реально платят за просмотры, а какие только тратят твое время. Вместо абстрактных разговоров рабочие файлы, готовые шаблоны, скачать, настроить, запустить. Чек-листы для запуска агентов, разбор воронок, которые собирают клиентов без круглосуточного присутствия в телефоне. Там же появляются и ранние темы. Те, которые еще не успели превратиться в массовый тренд, но уже кормят тех, кто заглянул чуть раньше остальных. Новые форматы коротких видео, свежие инструменты, интересные связки ИИ с криптой, приложениями, микросервисами. Если тебе важно не просто знать, что где-то такое существует, а успеть сесть в поезд до того, как он превратится в переполненную маршрутку, вторая ссылка в описании ведет именно туда, в гильдию. В бесплатном телеграм-канале, кстати, иногда будут попадать кусочки с гильдии, как демо-фрагменты. Кто успел, тот забрал. Все остальное внутри. В итоге у зрителя остается простой выбор. Можно закрыть видео и просто продолжить жить как раньше, ругаясь на алгоритмы и эти ваши нейросети. А можно взять идею 3 коробок, собрать
собрать свой первый кусочек ИИ, дать ему поработать, а потом, когда почувствуешь разницу, включить агента и перестать тащить все на себе. Включай мозг, включай агента, и пусть он работает, пока ты живешь. Подписывайся на канал Магнуса и пиши в комментариях, что ему объяснить в следующем видео на бананах. Также просто и доходчиво. Отправь, кстати, другу, темщику.